Всем привет! Канал SRM Service продолжает работу по установке коробки автомат на Toyota Starlet. Значит, как видим, ребятки вчера закончили всю механику. Коробочка стоит на месте. Все прикрутили, все собрали, подключили охлаждение к радиатору. Значит, Вадим, скажи, какие у нас возникли трудности, что нам нужно переделать, доделать? Нюансы, значит, заключаются в креплении левой опоры двигателя, коробки передач к сайлентблоку. Немножко не по размеру, видимо, с другого кузова. Коробка пришла уже с таким креплением. Надо заменить этот кузов. Немножко отличается по осям, то есть размеры. И, соответственно, заднее крепление коробки. Ну, тут явно видно, да? Кронштейн смещен, да, немножко. Смещен. Раз. Ну, тут явно другой. То есть надо будет нам кронштейн переделать немножко кронштейн, да, или заказать другой, чтобы оно... Так, а так по остальным моментам, я смотрю, все стало четко, да? Да, немножко есть зазоры такие критичные. Здесь, в этом месте, задняя опора не совсем... Но это именно по опоре у нас что-то связано. Опоре, да. Левая опора стала замечательно. Все, как бы генератор поставили. А по стартеру какие-то нюансы у нас были? Есть, значит, в коробке не сплошное отверстие, а с резьбой. И в стартере резьба. То есть совмещали как бы на скорую руку. Вот зазор есть. Да, видно. Либо в стартере просверлить отверстие, убрать резьбу и уже закрутить нормально болт. Ну, в таком случае при переустановке на другой коробку придется гайку ставить. Ага, я понял. С той стороны. Так, ну что, готовы, в принципе, к заправке ее, да? Заливаем маслом. Заводим. И пробуем. Да, и пробуем. Все, дорогие друзья, мы сейчас будем опускать машину, заправлять маслом, ну и нас ждет первый пуск. Так, по низу мы все посмотрели. Вадим, поверху что у нас здесь было доделано? Поверху, вот переваренный кронштейн, крепление тросика селектора передач. Значит, мы заодно тут сломали случайно датчик температуры включения вентилятора. Датчик включения вентилятора. Это нормально. Сам тросик селектора надо было, конечно, сверху перетащить. Это уже потом оказалось. Это у нас фишка включения задней скорости, она будет переделываться. Не воткнули тросик еще, поторопились, тросик спидометра. Вот. Так, здесь заранее установлена пластина. Кронштейн, да, получается? Кронштейн, да, тросик кикдаунта или переключение передач. Ну, не переключение передач, а скорости. Каких оборотов, при каких оборотах включается какая скорость. Я понял, что частота вращения, да, коробки понимала, когда переключать на повышенную или пониженную передачу. Да, все верно. Так, В принципе, все. мы ее заправили. Ну, в принципе, что, мы готовы ее запустить? Готово. Ну, тогда что, пробуем. Сейчас спустим ее до конца с подъемника и запускаем. Так, дорогие друзья, пробуем. Она едет. Она едет. Мы это сделали. Ох, как она идет. Так, ну что, самое время попробовать. Бомба. Вадим, как впечатление?
Ну, коробка не пинается, переключение есть. Мгм. Вот. Надо потом будет попробовать на трассе. Максимально скорость. Пойдем, расскажешь, какие у нас изменения по селектору, что у нас там получается. Так, здесь мы видим что, да? Значит, здесь у нас добавится кнопочка Overdrive на пониженных передач. Селектор выбора передач установлен. Вот. Останется по электрической части, значит, здесь подсоединить подсветку и электромеханическое реле включение, разрешение включения селектора. То есть завязать его, грубо говоря, с лягушкой тормоза, да? Чтобы происходила разблокировка. Все верно. По приборке будет что-то? Да, вот здесь вот есть подсветка, сейчас не видно, там, значит, лампочки переключения, отображение селектора передач. Какая скорость включена. Ну и самое интересное, у нас автомат с 3 педалями. Да. Будет какое-то решение по педалям? Да, через это отверстие, когда снимется педалька, протащится жгут проводов для приборки и для овердрайва. Так, ну я думаю, мы наших зрителей и подписчиков не заставим долго ждать. И в скором времени они уже увидят доработанные моменты по кронштейнам, по креплению подушки, в том числе в педальному узлу, ну и по приборной панели. Так что, друзья, проект продолжается. Основную задачу мы выполнили. Вот, осталось, да, она поехала, осталось довести до ума. И самый главный момент, сколько же у нас это все заняло по времени? Ну, примерно заняло, так, мы начали в 6 часов. Часов 8. Ребята, за 8 часов все это было сделано, установлено, и оно поехало. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Продолжение по Toyota Starlet будет. Всем удачи!